дорогие друзья! Вы на канале «Мы в Испании». А мы сегодня гуляем по городу Аликанте, который находится в нашей провинции. Аликанте – это город мечты, да, но не для всех. Кто-то сюда переезжает, кто-то отсюда, наоборот, выезжает. Сегодня мы разберемся, почему и те, и другие принимают такие решения. Итак, поехали! Первый, самый важный пункт. Люди, которые сюда переезжают, они очень часто говорят, что они делают это из-за хорошего климата. Здесь для них реально более мягкая зима. Из тех холодных регионов, из которых они приезжают, здесь действительно нету снега практически. И они говорят, что здесь хороший средиземноморский климат. Но это те люди, которые принимают вот такие решения. Это больше солнца, это море, это какие-то соленые озера. Это более такая обстановка полезная, наверное, для организма. И, кстати, пока мы дальше не начали рассуждать, обязательно поддержите нас лайком, напишите свой комментарий и подпишитесь на наш канал, если вы еще не подписаны. Теплый ветер с морем соленым шепчет бимбинидо aquí. Испания, солнце и танцы, радость, феста. Привет, друзья! Я тоже с вами. Пунктик 2. Люди, которые переезжают сюда, они говорят, что у них вот это вот море под боком. То есть есть море, можно заниматься морскими видами спорта, различными, в том числе яхтингом. Бегать по набережной. Бегать по набережной, что сейчас делают многие люди. Вдоль моря говорят, что это очень полезно и приятно. А также в этом городе, в частности в этом городе, ну и во многих городах провинции Аликанте, есть пляжи. Это тоже дополнительный бонус и плюс для тех людей, которые все-таки сюда переезжают из каких-то других локаций. Вот пункт 2 – это море. Ты согласен? Выговорила, да, абсолютно согласен. Это для тебя плюс или минус? Конечно, плюс. Но для некоторых людей это будет как минус, но об этом чуть позже. Сияет ярко, в сердце звучит наш аккорд. Estamos en España, we are in Spain. Пункт 3 – А что у нас это в третьем? отсутствие стресса. Те люди, которые сюда приезжают, они говорят, что здесь более размеренный образ жизни, легче, спокойнее. Ты ушел от стресса здесь, да? Абсолютно. Мы в Испании, полны идей. Барселона, Севилья, Аликанте. Жизнь как песня звучит. Следующим плюсом, кажется, третьим по счету, это языковой комьюнити. То есть каждый, кто сюда переезжает, будь то англоговорящий или русскоговорящий, или франкоговорящий, алиманоговорящий, они говорят, что здесь, в провинции Аликанте, в целом, в разных городах, еще в одном небезызвестном нам городе, который не сам Аликанте, а рядышком, там, в 50 километрах находится, там много живет и англоговорящих, и франко, алимано, русскоговорящих. Там есть больницы, школы, ну не больницы, может быть, а клиники, школы, рестораны, магазины, и адаптация у людей намного-намного проще проходит в среде своих языковых, ну, то есть в своей языковой среде. То есть это вот тоже для кого-то большой плюс, большая такая фишка, ради чего они именно выбирают вот эту локацию. Потому что если вы приедете, допустим, в какую-то другую, там Мадрид в тот же, там, конечно же, есть люди, говорящие на нашем, допустим, на вашем языке, но может быть, это гораздо сложнее найти это комьюнити, может быть, меньше людей, хотя все возможно. Вот еще одним таким вариантом к переезду, пунктиком, является все-таки своя языковая среда. Ты согласен с этим или нет? Абсолютно. Тебе было легче? Ну, конечно. Во-первых, здесь есть у кого спросить, узнать, где учить язык, узнать какие-то слова, которые там вот узнал какой-то, как зайти в банк, как назвать карточку, как вообще называется лакуэнта, там счет, да, допустим? Ну, такие поначалу интегрироваться в общество было действительно проще, потому что многие люди везде, куда мы ни приходили, в банк, действительно, ты говоришь, в агентство недвижимости, в магазин, еще куда-то, они говорили на нашем языке. И теперь становится таких людей все больше и больше из-за усилившейся миграции, но также сюда переезжают англоговорящие, люди из Швеции, из Германии, из Норвегии, они из Бельгии очень много. Поэтому все они находят здесь ту среду, в которой им привычно жить, языковая. То есть все вопросы можно легко решить. И это тоже вот пункт к
переезду именно сюда. Ну, в том числе и в город Аликанте, но и вообще в эту провинцию. Вот как-то так. А вот здесь я должна была войти куда-то на рынок на какой-то или в какой-то магазин, в какую-то лавочку, показать вам какие-то ценники. Но у нас вот эта картинка моря, она все-таки приятнее и для глаз гораздо так роскошнее. Поэтому вот здесь пункт – это цены. Ну вот цены тоже многие люди, в том числе из Германии, из Норвегии, из Швеции, из Франции, говорили о том, что здесь все-таки по европейским меркам цены несколько ниже, хотя они выросли очень. Тут спорный вопрос, кто-то говорит в 2 раза, кто-то говорит не в 2, а там высчитывает 1,5, да, на что-то не выросли. Ну, в принципе, цены намного выросли, особенно на недвижимость. Я уже рассказывала в одном из наших видео, что цены на недвижимость просто зашкалили, и там разные меры принимаются. Ну, цены на продукты тоже выросли, но вот по меркам Европы все-таки они остаются такие более низкие, и это очень привлекательным пунктиком является для тех людей, которые выбирают жизнь здесь. Так что следующим пунктиком у нас является привлекательная цена. Вот именно этот фактор также нам говорили несколько людей, которые сюда, так сказать, передислоцированы. Но не для всех побережье и город Аликанте и провинция Аликанте являются мечтой, являются таким райским уголком. Все-таки кто-то отсюда тоже выезжает. Почему же они это делают? Давайте сейчас тоже в этом разберемся. España siempre mi canción. Estamos en España. We are in Spain. Мы в Испании. От пункта про климат, который для кого-то положительным является, для кого-то это все-таки является отрицательным моментом. И некоторые люди там говорили, что, например, здесь летом бывает очень жарко. В июле, в августе 35-40 градусов, просто невыносимо. И люди вынуждены куда-то были выезжать из своих домов. Это дополнительные расходы, то есть они не хотели сдавать свое здесь жилье, они уезжали, снимали там что-то. В общем, и мотавшись туда-сюда, приняли решение уехать куда-то более севернее все-таки, в прохладное место. Ну и наоборот, приезжать в хороший период сюда, на море. Многие риэлторы, когда продавали свои квартиры, в том числе и нам, они говорили, что зима здесь хорошая, теплая, мягкая, солнечная. Но немножко не договаривали, что влажность и в домах бывает очень холодно. То есть я не видела здесь, в провинции Аликанте, домов каких-то с центральным отоплением. Ты видел? Нет. Здесь тепло наступает тогда, когда вы нажмете кнопку на своем кондиционере или там, тепловом насосе и так далее. То есть все зависит от вас и от тех средств, которые вы готовы потратить именно на отопление. И многие люди поэтому нам говорили, что они отсюда уехали, потому что здесь зимой все-таки, несмотря на то, что риэлторы уверяли, что тепло, все-таки здесь в домах прохладно. Плиточные полы, то есть вот из плитки, да, отсутствие центрального отопления. У некоторых, не у всех есть коллекторы для того, чтобы нагревать воду. Не у всех есть домашние майнеры. Да, не все как бы готовы платить все время за то, чтобы греться кондиционером зимой, да, охлаждаться летом. То есть это дополнительные траты, расходы на электроэнергию и так далее, которая сейчас растет. Поэтому люди говорят, что нет, зимой реально прохладно, в связи с этим возникает еще плесень в домах. Это тоже очень большой фактор, я об этом всегда говорила, что часто в домах на северной стороне образуется плесень, особенно там, где влажно, на первой линии моря. Для кого-то это плюс, там лодочку посмотреть, кораблик, волну, а для кого-то это минус, потому что в доме сыро, влажно, холодно, возникает плесень на стеночках, нужно греть, нужно думать о вентиляции воздуха приточно-вытяжной, то есть дополнительные какие-то расходы, поэтому вот этот климат, о котором мы говорим, средиземноморский, как плюс для некоторых, а для некоторых людей это послужило причиной для переезда. Опять же, бывает пыль сахарская сюда приходит, тоже какие-то астматики, аллергики не совсем хорошо все это переносят. И я знаю людей, которые переехали куда-то на север, вообще вернулись куда-то там
к себе. Ну, в общем, вот это тоже послужило каким-то минусиком для них. Дарит мечты и идеи. Каждый день звучит как праздник для сердца. От Мадрида до Коста-Бланка. Жизнь прекрасна и muy bonita. Минус. Не, ну, с одной стороны, спать в прохладном помещении это полезно, но когда, ну вообще на самом деле, вот именно для нас, так как мы выбрали это место и здесь живем, для нас комфортно. То есть мы можем и почувствовать немножко холодок, и почувствовать немножко тепло в январе месяце. То есть, но на самом деле, конечно, сырость в доме это минус очень большой. Ну, видимо, это невыгодно делать центральное отопление из-за 2 недель или за 1 месяца холодных вот таких вот. Ну, сейчас мы мерзнем. Я, например, вот, в связи с тем, что может быть прохладно, хотя в доме тепло, у нас есть средства обогрева. Ну, вот сейчас прохладненько, сейчас конец ноября, и такая погодка в этом году достаточно прохладная, но достаточно комфортно. Во всяком случае, у нас нет снега, у нас каждый день солнышко, и вот это солнышко для кого-то причина переезда сюда, для кого-то причина отъезда сюда, потому что мы все индивидуальные, так же, как и море. То есть кто-то хочет на первой линии, кто-то хочет куда-то уехать, потому что влажность, потому что сырость, потому что плесень, потому что ветер, потому что что-то еще. Ну, в общем, вот каждый выбирает свое. А мы спрашиваем людей, почему вы сюда приехали, почему вы отсюда уехали. И вот рассказываем вам те моменты, которые нам удалось от них получить. Следующее, что еще нам рассказывали, почему люди отсюда предпочли уехать. Молодые люди некоторые уезжают, потому что здесь сложно найти работу, нет такого большого выбора работ, которые, в принципе, ну, тут туризм, гостиничный бизнес в плане там встречи туристов и так далее. Все вокруг этого как-то трется, ресторация там, и так далее. То есть нет того большого выбора, который хочется, конечно, молодежи. И поэтому они уезжают в крупные города: Барселона, Мадрид, Валенсия, может быть, Севилья. Ну, скорее всего, это Мадрид и Барселона. А люди постарше, также у них все завязано на работе, потому что вот один мужчина, с которым мы проводили интервью на нашем канале, он жил тоже в небезызвестном всем городе в провинции Аликанте. Я не буду называть этот город. Так вот, он сказал, что в нашем интервью он сказал, что одним из пунктов его переезда из Так и пройдем. Ладно, из Тревехи в Барселону, раз уж я оговорилась, было как раз-таки то, что там, в Барселоне, у него больше всего клиентов, то есть больше всего людей, которые, ну, собственно, являются частью его работы. Поэтому вот пункт работы, конечно, тоже очень важен. И так как на побережье меньше этих возможностей, вакансий и так далее, и возможностей для развития как молодых, так и уже там и взрослых, состоявшихся людей, поэтому люди предпочитают многие переехать в более крупные города, в Мадрид, Барселона. А вот, кстати, нашу Ориуэла-Коста, которая находится в провинции Аликанте, часто говорят, что это такое дачное место испанцев и пенсионерское место для иностранцев, потому что там действительно много пенсионеров из разных европейских стран, причем обеспеченных пенсионеров из разных европейских стран, а также испанские дачи, испанские квартиры, поэтому это такое вальяжное местечко. Ну и вообще вот жизнь, она на побережье, она более какая-то размеренная, вальяжная, и поэтому среди наших знакомых очень много молодых девушек и ребят, парней, которые уехали, соответственно, в крупные города, в Мадрид, в Валенсию, в Барселону. Поэтому для кого-то Аликанте это не райское то место, где можно было бы жить и работать. Мы идем по улицам старинных. Многие сюда переезжают, потому что здесь есть свое языковое комьюнити. А кто-то говорит, что мы отсюда уехали, потому что летом здесь невозможно, потому что здесь очень много туристов. То есть это вот для кого-то тоже послужило поводом
сменить, так скажем, город, потому что им хотелось бы жить все-таки в более аутентичной, поскольку это Испания, в испанской среде, лучше изучать язык, погружаться в эту жизнь. И туристы, это, конечно, классно, это здорово, но получается такой хаос немножко, да, пляжи забиты, магазины забиты, пробки на дорогах. Вот мы живем уже не первый год в пробках на дорогах, даже зимой и сейчас. Я уже не говорю про лето. В магазине очереди, какие-то там товары быстро расхватывают, плюс поднялись из-за этого цены, соответственно, на отдых, на продукты, на аренду, на жилье, на все. И, конечно же, несоблюдение правил дорожного движения очень часто туристами именно на дорогах, потому что каждый из своей страны везет свое понимание, как надо двигаться там или в тех или иных местах, то есть на перекрестках, особенно с круговым движением. И вот там возникает, конечно, такой коллапс. Люди начинают как бы вот не понимать. Ну и некоторые наши знакомые, которые здесь жили, ну и незнакомые, они говорят, что ну все-таки лучше куда-то там либо поспокойнее ищут, либо по, как сказать, фешенебельнее немножко, отдаленные какие-то места, где больше такое лакшери. А некоторые уезжают именно в те городки, пуэбло, города, где живут местные жители, чтобы вот прям погрузиться в атмосферу, жить как местный, учить язык. То есть для кого-то это фактор переезда сюда, для кого-то обратно, потому что не все вот выносят такого огромного наплыва туризма. Испания, солнце и танцы, радость, феста, amigos, amor, Коста-Бланка сияет ярко, в сердце звучит. Кстати, вы не забыли еще поставить лайк, написать свой комментарий и подписаться? Ну что, друзья, на этой замечательной ноте мы вам дарим замечательный сегодняшний закат. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки. Всем удачи, добра. И пишите свои комментарии, делитесь опытом. Вы сюда приехали, уехали, может быть, какая-то причина есть, которую вы хотите рассказать, и которую мы здесь не озвучили. То есть что-то такое, что сюда именно притягивает людей или, наоборот, отталкивает. На сегодня это все. С вами были Татьяна, Алексей. Чао. Канал «Мы в Испании». Всем добра, удачи. Чао-чао, пока-пока. Estamos en España, we are in Spain.